Арт-бетон своими руками. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Наверное, многие сталкивались с необычными конструкциями, напоминающими камни, скалы и другие объекты на садовых участках, в парках культуры и отдыха и в других местах. С их помощью можно создать поистине неповторимые композиции, которые станут визитной карточкой вашего участка и выделят его из общего ряда. Материалом изготовления служит арт-бетон – состав, который обладает высокими эксплуатационными свойствами и позволяет реализовать самые смелые замыслы. Создать скалы у искусственного водоема не составит проблем, если в работе будет использоваться арт-бетон. Стоит отметить, что такие изделия часто называют искусственным камнем, а все подобные работы получили название бетон-арт. Современные технологии позволяют добиться высоких показателей прочности и долговечности, при этом у изделий рассматриваемой группы есть ряд преимуществ, даже в сравнении с натуральным камнем. Цена реализации проекта намного ниже, так как стоимость натуральных материалов очень высока и даже небольшие композиции обходятся в значительные суммы. Использование же искусственных компонентов позволяет сэкономить как минимум половину суммы, что особенно заметно при работах на крупных объектах. Важное замечание: вес полученных конструкций значительно меньше обычного бетона и в несколько раз ниже, чем у натурального камня. Это позволяет снизить нагрузку на конструкции при проведении работ внутри зданий. Кроме того, при работах снаружи не требуется возведение массивных оснований, что упрощает проведение работ и уменьшает сроки реализации проекта. Практически неограниченные возможности в процессе производства позволяют реализовать любой замысел, от имитации структуры всех натуральных материалов до создания уникальных вариантов, которые не встретятся больше нигде. Именно это качество особенно ценится теми, кто делает художественный бетон своими руками, ведь фантазия практически не ограничена. Структура может быть любой, все зависит только от вашей фантазии. Возможность изготовления любых объектов, от скал с водопадами и каменных утесов до скамеек в старинном стиле, фонтанов, емкостей и других изделий. Можно сказать, что с помощью искусственного бетона реализуется любой замысел. Еще одно большое достоинство – полное соответствие проекта полученному результату. При использовании натуральных материалов очень часто возникает ситуация, когда найти элементы нужного размера и расцветки практически невозможно. Используя арт-бетон, вы сами придаете объекту нужную форму, поэтому можно быть уверенным, что отклонение от эскиза будет минимальное количество. При желании можно воссоздать даже структуру дерева, поскольку арт-бетон дает полную свободу творчества. Рабочий процесс может отличаться и во многом зависит от типа изделий. Рассмотрим самые распространенные варианты и их особенности. Ручная работа. Именно этот способ использует большинство скульпторов. Он несколько сложнее других вариантов, но и результат получится намного оригинальнее. Вначале на бумаге или на компьютере создается предварительный эскиз, по которому создается представление о том, как будет выглядеть готовое изделие. Важно сделать набросок, который не вызовет больших трудностей в процессе реализации, иначе сроки проведения работ могут затянуться очень и очень сильно. Чем больше мелких деталей в изделии, тем больше времени придется потратить на работы. Создавать арт-бетон своими руками проще, чем кажется на самом деле. Тем не менее, нужно иметь навыки работы со строительными растворами, ведь от этого зависит, насколько привлекательной и аккуратной будет структура. Могут понадобиться самые различные инструменты. Их перечень зависит от того, какого результата нужно добиться и чем удобно работать именно вам. Начинать следует с создания конструкции. Чаще всего для этих целей используется арматура, толщина которой зависит от размера каркаса и нагрузки. На этом этапе важно подобрать правильные материалы и изогнуть их так, чтобы получился прочный каркас. Все части свариваются между собой или скрепляются проволокой, после чего соединения проверяются на прочности и при необходимости добавляются усиливающие элементы. После этого конструкция покрывается одним или несколькими слоями металлической сетки. Все зависит опять же от планируемой нагрузки. И ее необходимо тщательно зафиксировать и натянуть с помощью вязальной проволоки. Сетка служит основой, на которой будет держаться раствор, поэтому не стоит использовать варианты со слишком крупной ячейкой. Именно каркас определяет форму будущей конструкции. Чем он ближе к оригиналу, тем меньше раствора будет израсходовано. Далее наносится раствор и формируется поверхность.
Иногда это делается в один этап, иногда требуется нанесение нескольких слоев. При этом основой может быть простой раствор, а сверху используются составы с полимерными добавками и пигментами, придающими тот или иной цвет поверхности. Для достижения более реалистичного эффекта может использоваться художественная роспись, с помощью которой можно добиться любой фактуры. Для дополнительной защиты и придания поверхности водоотталкивающих свойств применяются специальные лаки и пропитки для бетона. Обратите внимание, они не только надежно защищают изделия и продлевают срок их службы, но и придают блеск, благодаря которому композиции смотрятся намного лучше. Особенности их использования подскажет инструкция на упаковке. Лак придает поверхности сходство с натуральным камнем, а арт-бетон практически неотличим от природного материала. Рассмотрим состав арт-бетона. Цемент – основной компонент, отвечающий за прочность бетонного изделия. Лучше использовать марку М500 и выше. Песок – лучше всего подойдет средний или крупнозернистый вариант, без примесей глины и чернозема. Гравий – нужен состав без крупных камешков, так как слой может быть достаточно тонким. Вода – не должно быть примесей, тины и мусора, так как это снижает качество раствора. Использование формы штампов для арт-бетона. Этот вариант несколько проще в силу целого ряда причин. Если используется форма, то достаточно изготовить одну или несколько конструкций и пользоваться ими для отливки нужного количества элементов. Такой способ чаще всего используется при изготовлении покрытий для садовых дорожек и декоративных элементов для стен. После высыхания изделия либо сразу готовы к использованию, либо окрашиваются и покрываются лаком. Применение штампа происходит следующим образом. На поверхность накладывается нужный слой раствора, после чего ему придается структура с помощью предварительно изготовленного приспособления. Таким способом можно придать фактуру ровным поверхностям и имитировать каменную или кирпичную кладку. Формы чаще всего используются для изготовления тротуарной плитки. Арт-бетон – идеальный вариант для тех, кто ценит оригинальность и желает создать на участке неповторимую атмосферу. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Василий Брагин. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.